Всем привет, с вами снова я. Сейчас, когда я пишу этот сценарий, на календаре 01.07. В этот день не только мне, а очень большому количеству людей было очень грустно с одной новостью. В этот раз не будет ни шуток, ни веселой радостной музыки, как было в прошлые разы. Сегодня я вам расскажу историю канала Техноблейда, немного про самого Техно и также о его борьбе с раком. Большое количество материала взял с Вики. Приятного просмотра. Личная жизнь. Алекс, или же более известный как Техноблейд, родился 1 июня 1999 года. Как вы понимаете, он был ютубером по игре Майнкрафт и участником Dream SMP. Проживал в Сан-Франциско, штат Калифорния, США. У него было 3 младших сестры и брат по имени Крис, а также у него была маленькая собачка по имени Флуф. Техно занимался фехтованием в школе. Он проживал в Калифорнии большую часть своей карьеры на YouTube, посещая и заканчивая среднюю школу в штате. В середине 2018 года Техноблейд переехал в Чикаго, штат Иллинойс, и более года учился в колледже по специальности английский язык. Но вскоре он вернулся в Сан-Франциско после того, как бросил учебу. В одном из своих видео вопросов и ответов 2016 года он сказал, что его родители развелись. До конца своей жизни Техноблейд жил со своим отцом. Он неоднократно упоминал о том, что у него СДВГ – синдром дефицита внимания и гиперактивности. Техно никогда не делал официального фейс-ревила, но так или иначе его лицо можно было увидеть в его специальном видео на 100 тысяч подписчиков, видео «Готовим с Техноблейд» и в конце его стрима, где он проходил Майнкрафт с помощью руля. Деятельность на ютубе. До создания своего основного канала на ютубе у него был другой канал под названием Studio Lore. Создал он этот канал еще в детстве, а если быть точным, в 10 лет, поэтому качество самих видео было не особо высоким. На этом канале было снято несколько видео по Team Fortress 2, а также одно видео по Роблоксу. Первое видео именно по Майнкрафту, которое он снял, было на канале Derp Squad. Также на этом канале он снимал не один. Но как и Studio Lore, так и этот стали заброшенными после того, как он создал канал под всеми известным названием Technoblade. И вел его он в одиночку. К слову, именно такое имя каналу придумал не он. Он когда-то увидел у какого-то человека этот никнейм и решил взять его себе. В основном Technoblade на своем канале снимал различные мини-игры, преимущественно голодные игры. Иногда также у него проскакивал контент и по другим играм. К слову, тогда у него был выбор снимать на Майнплексе или снимать на Хайпикселе. Но так как Капитан Спаркл снимал на Майнплексе, Техно решил все-таки снимать на Хайпикселе. Первая 1000 подписчиков стукнула 30 июня 2014 года. Первые 10 тысяч подписчиков стукнули 14 февраля 2015 года, а первые 100 тысяч подписчиков у него стукнули 17 декабря 2016 года. Его главной целью на ютубе было набрать 10 миллионов подписчиков. Но когда он встретил кого-то с трехцветным рангом MC Pro Hosting, он быстро решил, что ему нужно получить еще более крутой ранг. Ему хотелось получить свой уникальный ранг Pig, и тот спросил у админов Хайпикселя в Твиттере, сколько ему нужно набрать подписчиков, чтобы получить этот ранг. Те ответили, что 10 миллионов. Это и усилило его мотивацию попробовать себя в Ютубе. Хотя, несмотря на то, что 10 миллионов к тому моменту так и не достиг, но префикс Pig он все же получил, после того, как победил в турнире. После этой победы к его рангу будет добавляться еще один знак плюс с каждой дополнительной победой в событии. И, кстати, да, первые 1 миллион подписчиков у него стукнули 8 августа 2019 года. Тогда он снял специальное видео на эту тему, в котором рассказал о своем первом канале, рассказал историю своего основного канала, а также показал свой локоть. Вскоре, 23 сентября 2020 года, его пригласили на Dream SMP.
С этого момента начинается бурный рост его канала. Буквально каждые 2-3 месяца у него прибавлялось по миллиону подписчиков. Насчет его деятельности на SMP сервере, я считаю, рассказывать не стоит. Если вам будет интересно, можете перейти на мой канал и посмотреть историю техно на сервере у меня или посмотреть у других. 31 декабря 2021 года, прямо на Новый год, его мечта сбылась. Его канал преодолел отметку в 10 миллионов подписчиков. После этого он провел один стрим на Dream SMP, снял видео там, где он играет в Minecraft в VR, ну а последнее... Борьба с раком. 27 августа 2021 года Technoblade выложил видео под названием «Где я был», в котором он рассказал, что в начале августа врачи обнаружили рак на ранней стадии, и у Техно началась химиотерапия. Позже в видео он призвал своих зрителей сделать прививку от ковида и принять необходимые меры предосторожности, поскольку теперь у него ослаблен иммунитет и он подвергается повышенному риску. С момента своего объявления он получил поддержку от ютуберов таких как Dream, DanTDM, Капитан Спарклза и от других участников Dream SMP. После его объявления хэштег TechnoSupport вскоре стал трендом в Твиттере и других социальных сетях на пару дней. В следующем чемпионате MC, в котором Technoblade не участвовал, Dream решил сопоставить каждое очко, полученное его командой, и Dream'у удалось собрать 21 тысячу долларов на исследование рака. Перед началом мероприятия Скеппи, Сэм, Финстер, Тапл и Грайан также пожертвовали ту сумму, которую пожертвовал Dream. В сумме эти пятеро собрали 105 тысяч долларов. Аква Аксолотли, Unfrost, Фанди, Таба и 5up согласились жертвовать 50 долларов каждый раз, когда они ругаются. Через неделю после того, как Техно поставили диагноз, он опубликовал видео, где он играл с Уилбуром, Филом и Томми в Майнкрафт с одним модом. Это видео было записано задолго до того, как ему поставили диагноз рак. После этого он старался время от времени стримить или делать видео, когда у него были силы между сеансами химиотерапии. Ему удалось сделать 2 стрима по Dream SMP, один о его побеге из тюрьмы, а другой о вызволении Дрима, Конора и Ранбу из тюрьмы. Также он провел стрим, на котором донатеры мешали ему проходить Майнкрафт, и в итоге стрим собрал около 322 900 долларов на исследование саркомы. 23 декабря 2021 года он снял видео со зловещим названием «Я чуть не стал инвалидом». Он сказал, что в октябре у него была запланирована операция по удалению опухоли, и врачи сказали, что им придется ампутировать ему правую руку, и, возможно, что самое плохое, было уже слишком поздно. Но спустя какое-то время врачи сказали Техноблейду, что ему может быть сделана процедура по спасению конечностей, в ходе которой врачи хоть и удалят часть его костей и мышц, но также удалят и опухоль, которая в первую очередь вызвала его рак. Но вторым и более болезненным вариантом была бы полная ампутация правой руки. Однако, что тот вариант, что этот, дали бы одинаковый результат. Они записали его на операцию, но сказали, что ему придется ждать 2 недели, потому что хирурги были заняты. Операция прошла довольно хорошо, несмотря на то, что Technoblade испытывал сильную боль на следующей неделе. Им действительно пришлось удалить несколько мышц из его левой ноги, сделав ее неживой, но мышца была использована для замены мышцы в плече. Им также пришлось удалить его правую ключицу, оставив ему 205 костей, которые, по его шутке, подняли его выше уровня смертного. Он также пошутил, что его сила в верхней части тела была урезана, поэтому ему придется отменить необъявленный боксерский поединок с Флойдом Мейвезером-младшим. 1 февраля 2022 года он объявил о начале мероприятия «Майнкрафтеры против рака» по сбору средств. К нему присоединилось несколько ютуберов, добавив сбор средств ко всем своим видео вместе с Техно, который также разместил сбор средств на своих стримах. 30 июня 2022 года на канал Technoblade было загружено видео под названием «So Long Nerds», в котором его отец зачитал предсмертную записку, написанной Technoblade примерно за 8 часов до его смерти.
После того, как я узнал о этой новости, я сначала особо даже и не понял. В том плане, что как это? Ну, не может же быть так. Я был уверен, что он победит рак, но потом, когда ко мне пришло сознание, было больно, грустно и плохо от всего этого. Буквально каждое видео о нем вызывало у меня слезы. Техноблейд был поистине одним из лучших, и не только в плане Майнкрафта. Даже когда у него диагностировали рак, он все равно пытался шутить насчет этого. Он был очень добрый, всегда старался вызывать у своей аудитории улыбку. Действительно, человек с большой буквы. Но, к сожалению, его жизнь закончилась слишком рано. Я благодарен ему за все, что он сделал. Покойся с миром, Алекс. Техно всегда был для меня вдохновением. Всегда им был, есть и будет. Он вдохновил часть моего юмора, часть моей интернет-персоны. Во всем моем есть частичка техно. Мне очень больно и тяжело осознавать, что его больше нет с нами. Алекс был человеком сильным. Он буквально смеялся в лицо смерти и радовал нас до самого конца. Мы тоже должны быть сильными ради себя и ради него. Техно, ты был лучшим. Покойся с миром, бог крови. Ты всегда будешь жить в наших сердцах, и твое наследие никогда не угаснет. Если у вас есть возможность, обязательно сходите к мемориалу Техноблейда на Хайпикселе. Координаты на экране. Спасибо вам за просмотр. У меня все. Because it's fine. Everything is within my calculations. It's all gonna be fine.